Привет, дорогие друзья! Приготовим с вами сегодня иранское блюдо хореш эсфенач. Эсфенач – это шпинат. Хореш даже не знаю, как перевести. Типа тушения. Что-то, что тушат. Начинаем. 200 грамм укроп, 300 грамм кинза, хорошо измельчаем. Пятьсот грамм шпината режем немного крупнее. Семьсот грамм баранины или телятины. Лучше, если будет с косточкой. Режем произвольными кусочками. Мясо закидываем в кастрюльку и заливаем водой, чтобы его покрыло. Две чайные ложки куркумы, пол чайной ложки черного молотого перца, пол чайной ложки красного перца, 1,5 чайной ложки морской соли. Оставляем вариться. Измельчаем головку чеснока. Высыпаем измельченную зелень на нагретую и сухую сковороду. Помешиваем. Когда зелень немного размягчится, закидываем чеснок. Смешиваем хорошо с зеленью. Добавляем растительное масло. Немного пожарим. И третью часть зелени отделяем. Отправляем в кастрюлю с мясом. Остальную зелень оставим жарить. В мясо добавляем верджус по вкусу. Это сок незрелого винограда. Посматривайте, если нужно, добавляйте растительное масло в зелень, только не пережарьте. Перекладываем зелень в кастрюлю с мясом. Добавляем молотый гольпар по вкусу. Это семена борщевика персидского. Внимание! Все другие борщевики, кроме персидского, использовать нельзя. Они очень ядовиты. Я еще подсолю и добавлю красного перца. Одну столовую ложку муки смешаем с небольшим количеством холодной воды, чтобы загустить хореш. Выливаем в кастрюлю. Три яйца. Добавим в хореш.
Как яйца загустеют, хореш готов. Подаем с рисом. Спасибо всем за ваши лайки, репосты и комментарии. Это очень сильно помогает развитию и продвижению канала и даст нам возможность снимать новые рецепты для вас. Жду вас в гости снова. До новых встреч!